Сегодня в видео мы погружаемся в захватывающий список лучших топ-10 аниме, в которых главного героя предали, но он возвращается сильным. Приготовьтесь к напряженным поворотам сюжета, эпическим битвам и невероятному развитию персонажа. Давайте сразу окунемся в насыщенные события мир предательства и искупления. В этих обязательных к просмотру аниме. Итак, поехали. На 10-м месте называется аниме «Зло или жизнь». Интернет-зависимость в тяжелой форме стала настоящей эпидемией среди молодежи. Особо запущенных больных помещают в элитную академию перевоспитания, которая должна помочь им вырасти нормальными людьми. Именно в ней приходит в себя Хибики, обычный подросток, который понятия не имеет, как он здесь оказался. Главный воспитатель объясняет, что его вырубили и принесли сюда по просьбе матери, убежденный в том, что ее сын стал агрессивным под действием интернета и игр. На 9-м месте аниме под названием «Укротитель зверей», изгнанный из команды героев. Встретил девочку-кошку из сильнейшей расы. Более полугода юный укротитель зверей по имени Рейн Шраут был членом команды героя. Вместе они готовились одолеть короля демонов, и все, казалось бы, шло идеально, пока нашего укротителя с позором не выгнали из группы, ссылаясь на его бесполезность. Расстроившись, Рейн смирился с ситуацией, думая, что никому в команде он не нужен. Какой-то хилый дрессировщик, который даже постоять за себя не может. Ведь он силен лишь в хозяйственных и разведывательных работах, без способности к борьбе. Однако, собрав волю в кулак, главный герой решил, что тоска ему не поможет. Поэтому вместо геройской стези он решает попробовать себя в роли авантюриста-искателя. Подобная профессия предполагает независимую, полную приключений жизнь, а большего он и не желает. Однако маловероятно, что какой-то укротитель зверей сможет достичь успехов и подняться в ранг без посторонней помощи, но в этот раз Рейну улыбнулась удача. Он случайно познакомился с обворожительной девушкой-кошкой по имени Канады, которая принадлежит сильнейшей расе. Увидев доброту, устремленность и задатки таланта юноши, она спрашивает у парня: «Ты решишься меня приручить?» Рейн заключает контракт с сильнейшей кошкой духом и начинает новую жизнь искателя приключений. Теперь ничто не сможет остановить Рейна на пути к его цели. Вместе со своей новой подопечной он сможет победить кого угодно. На 8-м месте аниме под названием «Меня выгнали из гильдии героев, потому что я был плохим компаньоном. Поэтому я решил неспешно жить в глуши». Рейд был рожден с невероятными силами и казался идеальным кандидатом для становления частью авангарда для спасения мира. Однако, прежде чем он успел этого добиться, его изгнали из отряда героя. Расстроенный, он решает отправиться в глубинку и прожить там жизнь аптекаря. Так начинается его новая жизнь. На 7-м месте аниме под названием «Инцидент Кимоно». В маленькой деревушке начали происходить ужасающие события, которые пугают не только детей, но и взрослых. Все чаще сельчане начали находить изуродованные трупы животных. Долго так продолжаться не могло. А именно поэтому глава деревни вызвал Кахати Инугами. Мужчина заведует детективным агентством, но оно занимается необычными расследованиями. Кохати специализируется на оккультных и мистических случаях, которые никак не хотят заниматься обычные детективы. По приезду в деревню Инугами повстречал милого мальчишку Кабане Кусака, которого все ненавидят в деревне. Подростки издеваются над парнишкой и обзывают его Доратабо, что означает юкай, а именно свирепое чудище. На следующий день детектив взялся за дело, но перед этим он решил помочь с работой Доратабо. Во время разговора мужчина заметил необычный кулон, который именуется как амулет жизни. Оказалось, что Кабане — это гуль, который был рожден от демона и человека. На 6-м месте аниме под названием «Взрыв». Рёто Сакамото — обычный безработный парнишка 22 лет, который обожает компьютерные игры. Юношу совершенно не беспокоит то, что он полностью зависим от мамы. Для него важнее сохранить свой образ беспощадного и неотразимого обитателя виртуального мира. В определенный момент жизнь у парнишки кардинально меняется. Все начинается с того, что он просыпается в джунглях, хорошенько избитый и с полнейшей кашей в голове. Также у себя путешественник обнаруживает чужую сумку. Короче говоря, злобная судьба забросила его и нескольких других игроков на необитаемую обитель, чтобы они имели возможность пройти самую грандиозную миссию. Но заядлого геймера сложно испугать какими-либо испытаниями, тем более не стоит паниковать, если на кону собственная жизнь. Рёто отбрасывает все сомнения и погружается в процесс подготовки. Ему предстоит приложить немало усилий, чтобы выжить в непривычной обстановке. Теперь паренек, ранее доверявший разрешение всех жизненных вопросов исключительно своей заботливой маме, будет разбираться с неприятностями в одиночку. Удастся ли ему пройти непростой путь и добраться до финишной черты живым и невредимым? На 5-м месте аниме под названием «Последний Серафим».
Ученые постоянно проводят различные эксперименты в надежде, что удастся придумать что-то действительно стоящее. Но вот происходит то, что на очередной лаборатории они допускают большую ошибку. Это приводит к тому, что опасный вирус вырывается на поверхность планеты и начинает разноситься по целому миру. Люди мгновенно поражаются, но удивительно, что дети остаются нетронутыми. Все взрослые превращаются в вампиров и, похитив детей, оставляют их в плену. Они будут их кормом, что прекрасно сможет поддерживать их жизнь. Главным героем становится молодой парень по имени Ючиро. Он провел под землей целых 4 года, и вот начал понимать, что так продолжаться не должно. Собрав группу отважных людей, он решается выбраться из плена и попытается сбежать. К огромному разочарованию им не удается, и их почти всех убили. Выжил лишь Ючиро, и он собирается сделать все возможное, чтобы в попытках предотвратить надвигающую трагедию. Сумеет ли он остановить кошмар, или ему не справиться в одиночку с вампирами? На 4-м месте аниме под названием «91 день». США после завершения Первой мировой войны кардинально изменились. Страна невероятно обогатилась, продав немалые запасы оружия Европе. Но вместе с положительными переменами произошли и неприятности. Из-за официального запрета на продажу спиртного начали стремительно появляться подпольные предприятия, торгующие нелегальной продукцией. История начинает развиваться в 2000 году, когда сухой закон уже действовал около 5 лет. В городке под названием Лорель орудует семейство вампиров, могущественная организация, взявшаяся в оборот всю округу. А Вилла Бруно – поворотный парнишка, который решает вступить в отряд бандитов. На такой шаг юноша пошел далеко не ради быстрого обогащения. Главный герой в недалеком прошлом потерял родителей и любимого брата, которых ликвидировала мафиози. Теперь парень мечтает отомстить за смерть близких и целеустремленно готов использовать любой метод, способный привести его к намеченной цели. Лорелю скоро не поздоровится, ведь на его улицах развернется настоящая бойня, испепеляющая все на своем пути. На 3-м месте аниме под названием «Адский рай». Человеческая жизнь так хрупка и мимолетна. Ах, если бы ее можно было продлить, думал Сегун. И на удивление способ нашелся. Сие чудо надежно запрятано на сказочном острове, откуда не так легко вернуться живым. Много лет Сегун бился за свою мечту, отправлял бравых воинов на поиски загадочного эликсира жизни. Но все было тщетно. Отчаяние родило в голове правителя мысль не растрачивать жизни верных слуг попусту и перевернуть игру. Был издан приказ. Отныне опасные поручения будут заниматься те, кому нечего терять. А то есть, это жестокие убийцы, приговоренные к смертной казни. Убийцы будут согласны на райский остров, но такой ли он на самом деле райский, как о нем говорят? На 2-м месте аниме под названием «Путешествие кино в прекрасный мир». Аниме основано на серии Light Novel Сигасавы Кейти и рассказывает о путешествии девушки в кино по вымышленному миру, напоминающему Европу начала 20 века. Государства этого мира практически не взаимодействуют с друг другом и находятся на разных уровнях развития, где-то еще позднее средневековье, где-то только что изобрели паровой двигатель и печатную машинку, а где-то обошли в развитии наш современный мир, покорили гравитацию и создали искусственный интеллект. Одновременно с этим в мире присутствуют сказочные элементы вроде говорящих животных. В этом странном и причудливом мире путешествует Кина в компании со своим говорящим мотоциклом Гермесом. Странствует она от города к городу, изучая различные культуры и народы, и нигде не задерживаются более чем на 3 дня. На 1-м месте аниме под названием «Отвергнутые священные звери». На материке Патрия много лет назад мигранты основали государство. После обнаружения энергоносителя в борьбе за ресурс загорелся настоящий конфликт между севером и югом. В дальнейшем он перерос в большую войну. В ходе кровопролитной битвы преимущество было со стороны южан, и до победы оставался лишь 1 шаг. Но отпраздновать победу им было не суждено, поскольку враги прибегли к запретной технологии, создав особых солдат. Они получили название воплощения, поскольку являются генетически модифицированными людьми. Они могли превращаться в монстров и были неуязвимы. Именно они покончили с войной, и на материке настали тихие времена. Для чудищ там не нашлось места. Поначалу северяне боялись собственных созданий, а потом возненавидели. И так появился человек, начавший на них охоту. Воплощенные перестали быть людьми, и сложно сказать, кто это, человек или монстр. После каждого превращения заставляет их забыть человеческую сущность. Чем чаще случается превращение, тем быстрее они становятся настоящими чудовищами. По этой причине они дали клятву, что если один из воплощенных потеряет человечность, то сразу же будет ликвидирован другим. Эти аниме — большие горькие эмоции с преследованиями, эпическими возвращениями и сильными битвами. Если вы любите истории, наполненными препятствиями, обязательно ознакомьтесь с этими аниме. Не забудь, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.
Для получения захватывающего аниме-контента до следующего видео следите за обновлениями топ-10 аниме на моем канале.